предыдущем ролике мы рассказали вам о топ-10 фильмов от Netflix, на которые стоит обратить внимание. Компания Netflix стала популярна благодаря созданию собственного высококачественного контента. В этом ролике мы представляем подборку лучших сериалов последних лет от Netflix с высоким рейтингом. Так что поехали! Изначально Озарк получил волну негативных отзывов от критиков. Его сравнивали с уже популярным на то время сериалом «Во все тяжкие». Такая себе история о законопослушном парне, втянутом в преступную деятельность. Тема казалась не новой, но выход каждого последующего эпизода пробуждал все больше интерес у зрителя. А кинокритикам пришлось признать, что Озарк совсем другой зверь. Одно из главных достоинств сериала – это структура эпизодов. Каждая отдельная серия является полноценным фильмом. Темп неспешный, но не тягомотный. Повествование все время держит зрителя в напряжении, не дает расслабиться ни на минуту. Если коротко о сюжете, то финансовый консультант Мартин Бёрд с женой и детьми переезжает из пригорода Чикаго в городок у озера Озарк. Причина переезда кроется в том, что партнер Марти похитил деньги наркокартеля, и теперь главному герою необходимо вернуть деньги, чтобы остаться в живых. В сериале собран превосходный актерский состав. Главные роли сыграли Джейсон Бейтман и Лора Линни. Не буду распинаться по их поводу, но поверьте, актеры зачетные. Политический сериал «Карточный домик» стал первой большой удачей Netflix. И если бы все сложилось не так, как сложилось, то стриминг вряд ли бы сегодня занимал лидирующее место на рынке. Центральной фигурой этой истории является Фрэнк Андервуд, конгрессмен от Демократической партии из Южной Каролины. Он беспринципный, циничный и готовый на все ради карьеры. Во всех интригах, успехах и неудачах Фрэнка поддерживает жена Клэр. В каждом сезоне сценаристы подкидывают Андервуду и Клэр новые задачи, и каждый раз парочка находит неординарные решения. Ставки постоянно высоки. Фрэнку приходится один за одним убирать конкурентов, узнающих о его темных делах. Исполнитель главной роли Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах, что испортило этот поразительный сериал о темной стороне политики. Несмотря на это, вам все же стоит его посмотреть. Особенно тем, кто фанатеет от истории о борьбе за власть и политических интригах. Кевин Спейси в этом сериале показывает весь свой гигантский актерский талант и словно рукой держит вас, не позволяя отвести взгляд от экрана. «Мессия» – интересный, интригующий сериал, смотрится легко и быстро. И это несмотря на то, что он имеет религиозный оттенок. После просмотра есть о чем поразмыслить. Этот сериал не поддается сравнению, ибо он один в своем роде. На Ближнем Востоке появляется человек, утверждающий, что он Мессия. Его последователи верят, что он является эсхатологическим возвращением Иисуса. Его внезапное появление и явные чудеса, которые он творит, вызывают растущий международный интерес к этой личности. Но есть и те, кто ставит под сомнение, кто он на самом деле. Власти обеспокоены тем, что толпа людей поклоняется этому человеку. Ситуация выходит из-под контроля, неся угрозу системе власти, сложившуюся в обществе веками. За расследование дела берется офицер ЦРУ. Сериал посвящен возможной реакции современного мира на второе пришествие Христа. Проект из той категории, после которой остается некий осадок, приятный осадок. Здесь нет однозначных ответов, и вам не навязывают свою точку зрения. После просмотра ты начинаешь понимать, что сериал загрузился в тебя лишь отчасти, остальное ты должен дополнить сам. Этой истории нельзя давать банальную оценку, хорошей или плохой. Понятно лишь одно, он выступает катализатором к размышлениям, правильным размышлениям. Его рекомендуется для просмотра всем, особенно интеллектуалам. «Нарко» – очень интересный сериал, который основан на реальных событиях. Он настолько замечательный, что трудно объяснить, насколько он хорош. Вагнер Маура и Педро Паскаль возглавили потрясающий актерский состав, который затягивает вас в историю. Было много сериалов и фильмов о наркокартелях, но этот, без сомнения, один из лучших, если не лучший. Нам показывают восхождение и падение империи самого известного наркобарона в истории – Пабло Эскобара. Это точный отчет о том, что произошло на самом деле. Эффектный латиноамериканский нуар рассказывает классическую историю борьбы добра со злом. Главный герой и злодей в одном лице, развращенный властью, кокаиновый король и любящий семьянин, в дрожь бросает не от преступлений Эскобара, а просто от его сурового молчания. Это я вам описал первый сезон, второй и третий пусть останутся интригой. Каждый сезон – это история отдельного картеля. Их объединяет не только тема, но и персонажи, которые фигурируют в разных историях. К тому же картели на каком-то этапе сотрудничают. Благодаря роли в этом сериале актер Педро Паскаль стал невероятно популярным. Вагнер Маура в роли Пабло Эскобара просто непробиваем. Сюжет о мафиози-наркоторговцах классический, простой и увлекательный. Когда мы говорим о мафии, то наше стереотипное мышление ассоциирует это с Италией, Японией или Россией. Но все забывают Англию начала 20 века, когда гангстерские банды нагоняли страх на все мирное население. Выходя из дома за покупками, никто не мог быть уверен, что вернется назад. Именно такую идею заложил режиссер Пол Маккартни, который известен нам такими сериалами, как «Шерлок» и «Тюдоры».
Сериал «Острые козырьки» поражает своей атмосферностью. Невероятно удачно подобранный актерский состав. То, как в жизнь воплощаются персонажи, это просто титаническая, потрясающая работа. Все это дает вам возможность ощутить себя участником событий, а не сторонним наблюдателем. Это напряженная, захватывающая история о гангстерах, ставшая культовой. Нам повествует историю цыганской семьи Шелби. Братья Томас и Артур возвращаются с войны в родной город. А там всюду царит хаос и безработица. Парни собирают уличную банду, которая будет держать в страхе улицы Бирмингема. Отличительным признаком участников группировки стали острые лезвия, которые они вшивали в козырьки своих кепок. В нужный момент головные уборы превращались в смертельное оружие. Если говорить о самых популярных сериалах Netflix, нельзя не вспомнить «Очень странные дела». 4-й сезон, который вышел в 2022 году, установил абсолютный рекорд на платформе по просмотрам в разных странах мира. Тот случай, когда подростковое кино интересно смотреть даже взрослому. Эмоции и трудности героев переживаешь как свои. С каждым сезоном герои взрослеют, а сюжет обрастает более взрослыми темами, что увлекает зрителя все больше. Из главных достоинств сериала – отличная актерская игра, идеальная операторская работа, атмосфера 80-х передана превосходно, ну и, конечно же, интригующий сюжет. Во время просмотра зрители знакомятся с американским городком в штате Индиана. В секретной лаборатории города ставили эксперименты на детях и развивали у них сверхъестественные способности. Главной героиней сериала является юная 11, обладающая телекинезом, но были и другие дети с другими возможностями. Потрясающая драма, идеей для создания которой послужил автобиографичный бестселлер Деборы Фельдман. Сюжет держит в постоянном напряжении. При просмотре с самого начала появляется чувство тревожности и не отпускает до конца. Нам очень достоверно демонстрируют быт и нравы закрытой ультраортодоксальной общины сатмарских хасидов в Бруклине, которая больше напоминает секту. Прекрасно подобран каст, все персонажи живые, блестящая игра всего актерского состава. Эсти в исполнении Ширы Хаас настолько хрупкая и нежная, что вызывает желание ее защищать. Как и ее героиня Эсти, американо-немецкая писательница Дебора Фельдман выросла в такой же общине. Это самое строгое и консервативное направление современного иудаизма. В общине запрещено читать нерелигиозные книги, говорить на английском языке, носить современную одежду, пользоваться интернетом, получать светское образование, смотреть кино, посещать театр и библиотеку. Все сферы жизни членов общины, особенно женщин, строго регламентированы религиозными предписаниями. Законы светского государства не признаются. В 17 лет Дебору выдают замуж за мужчину, с которым она была знакома всего полчаса. Одним словом, плодитесь и размножайтесь, и больше ни о чем не думайте. Трудно себе представить, что такое возможно в наши дни в образованном и свободном обществе. Но сериал, который состоит всего из 4 эпизодов, основан на реальных событиях. 11-летняя рыжеволосая девчушка-сирота по имени Энн Ширли попадает в дом приемных родителей. Мэтью Катберт и его сестра Марилла живут на острове Принца Эдуарда. Нуждаясь в помощи у себя на ферме «Зеленые крыши», они подают заявление об усыновлении мальчика из детского дома. Однако по ошибке к ним отправляют девочку. С этого казуса и начинается эта удивительная история веснушчатой девчонки. Жизнерадостная и обладающая бурной фантазией, Энн постепенно преображает безрадостную жизнь не только приемных родителей, но и всего городка. Сценарий основан на книге «Энн из зеленых крыш» писательницы Люси Мод Монтгомери. Сериал обладает особой способностью утешать, отвлекать от невзгод и заставлять верить, что в воздухе витает волшебство. История нас учит быть искренними и не бояться мечтать. Главная актриса сериала Энн, Эми Бет Макналти, влюбляет в себя своей чистотой и честностью. Это проект для семейного просмотра, так что рекомендую смотреть вместе с детьми. К сожалению, Netflix закрыли проект и разбили сердца многочисленных поклонников. Зрители даже создали петицию, пытались просмотрами поднять рейтинг, но стриминг оказался непреклонным в своем решении. И поверьте, что после просмотра вы будете искать подобный сериал, но не найдете, а спустя время вы еще раз его с удовольствием посмотрите. У меня на сегодня все. Подписывайтесь и шалите в комментариях. А мы в знак благодарности и дальше будем готовить для вас интересный контент. И если вам нравится то, что мы делаем, можете стать спонсором нашего канала. Всем пока-пока, услышимся!